Я приветствую вас на своем канале. С вами снова Александр Грей. Давно хотел написать картину с красными маками, и вот наконец-то я пишу ее. Для начала на палитре обозначу основные цвета. Это, конечно же, красный, зеленый, белый, черный и немного желтого. Начну с основного заднего фона. Для начала я обозначу небо. Оно у меня будет такое серое, пасмурное, чтобы маки на нем смотрелись контрастные, красные и красивые. Линия горизонта получилась примерно на центре холста. В нижней части будет зеленая трава. Также по аналогии, как и сделал небо, пишу траву от темного к светлому. Использую краски мастер-класс, растворитель без запаха, также одноразовую палитру и кисточки синтетические. Добавлю еще немного штрихов для создания большей тучности облакам. Начинаю писать первый цветок. Это самый ответственный момент. Набираю основную тональность, в которой будут выдержаны все цветы, а затем буду добавлять нюансы. Вот здесь начал раньше времени, но потом все-таки решил оставить это на следующий этап. Остальные цветы писать уже не так страшно. Здесь самое главное красиво обозначить композицию картины, чтобы цветы грамотно попали в плоскость холста. Кстати, его размер 30 на 40 сантиметров, хлопок. В центре самые крупные видимые цветки, а по бокам и вдали уже более мелкие, которые можно прописывать не так подробно. Маки пишу первый раз, поэтому пришлось посмотреть, как хотя бы выглядит цветок, немножко изучить его. Получается, что у цветов практически нет рваных краев и все линии выглядят плавными. Но в моих цветах некая резкость все-таки присутствует.
У основания цветов более черный силуэт, который плавно переходит в красный. Перехожу к написанию стеблей. Тут в принципе нет ничего сложного. Стебель просто идет от основания цветка сплошной линией. Единственное, что на заднем плане прописываю его более светлыми оттенками, а на передней части более темными. А еще вокруг цветов будут множество тех, которые не распустились. И выглядят они примерно так. В данный момент видео картина почему-то напоминает землянику. Осталось добавить немного травы на передний план. Она будет довольно темного цвета, чтобы ощущалась пространственность в холсте. А также среди нее снизу добавлю еще 2-3 цветка. Не могут же все цветы расти сверху. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи!